Господа, что же такое Raid Shadow Legends? Это эпичное темное фэнтези, сделанное по всем канонам. И ведь недаром менее чем за 6 месяцев его скачало почти 10 миллионов игроков, вы представляете? И это логично, ведь в игре увлекательная сюжетная линия, крутые сражения с боссами и PvP с реальными игроками и более чем 400 чемпионов. Игра набирает обороты очень быстро, и долгожданный режим войны фракций уже открыт. Просто посмотрите, какой безумный уровень детализации у этих чемпионов. Также в игре возможно самостоятельно кастомизировать чемпионов, выбирать им артефакты и прокачивать уникальные таланты. Отец-игрок, горе в семье. Вот. Игорям, ставь это обязательно. Лично я обожаю PvP сражения на арене с другими игроками. И самое главное, что она абсолютно бесплатная. Чтобы играть в нее, вам не придется откладывать с обедов. И более того, посмотрите, у нее есть 300 тысяч отзывов в сторе, и при этом почти максимальная оценка. Ну, ребята, это круто, это отзывы. Более того, игра постоянно обновляется, и плюс в течение 90 дней у всех новых игроков будет бонус. Так что скачивай рейд прямо сейчас именно по моим ссылкам и получай 100 тысяч серебряных монет. Причем у всех по ссылкам 50 тысяч, а именно у меня 100 тысяч. А также эпического героя Громобоя. И все это идет в качестве для всех вновь зарегистрировавшихся игроков. Скачивай по ссылочкам, наваривайся и играй в Raid Shadow Legends. Короче, блин, бесполезно это, натягивай. Такой развод, просто классический сервак приехал, те слесаря говорит, ну, по-другому быть не может, все сломается. Приварим, все нормально. Да? Приварим, все нормально. Да, вот, а второй короче, добрый и злой полицейский за кадром. Нет, если бы мне было чуть поменьше лет, и это была моя первая машина, я бы повелся. Но я уже в цирке не смеюсь, я уже видел все это много раз. Можно все сделать так, чтобы оно не отваливалось. Короче, да, естественно, цепь у нас ослабевает, потому что, ну, приварить это невозможно. Вернее, нет таких технологий, чтобы цепь не ослабевала. Ну, господа, ну, нам нужен просто один нормальный проект. Все можно это все сделать за миллиарды и так далее. Ну, короче, она ездит, она разгоняется. Даже если цепь не будет ослабевать, поедет она, ну, 10-9. Короче, о боги, мы сумели, да? Но никакой разницы глобально в этом, что 11, что 9. Даже если 7,5 она поедет, это все равно, ну, вряд ли, да. Ну, в 2 раза быстрее, чем мотоцикл. А сколько катана в стоке едет мотоцикл? Я думаю, что... секунд 4-5. Ну вот, 4-5. Не больше, поэтому она едет, в принципе. Сейчас, короче, 8 наш потолок, ребята, не за что рубиться, поэтому чуть поднатянем, просто не будем так рвать цепу, не будем прям вот супер все это делать, но зато попроще и побыстрее выйдет серия, без миллиардов вложенных рублей. Далее, мы вам не стали рассказывать, что да как, да почем здесь вот так, если вкратце целиком в сборе. Импеллер от гидроцикла. Эта штука называется импеллер. Если вкратце, это некая труба, такой корпус трубы, в которой внутри, как вы видите, сам импеллер. У него еще есть вставка. А здесь, по-моему, нет, это вставка алюминиевая в тело, короче, это уже слишком сложно пошло. Это все прям вот так сюда поставлено, здесь же, соответственно, сопло, которым будет управляться руление всем вот этим вот водным транспортным средством. Подвесной подшипник, вал идет и уходит туда прям на мотор. А там, как и в первой серии увидели, мотор, двигатель, что хотите, стоит от гидроцикла, он так и стоит. Переднюю подвеску мы не меняли, потому что она доказала свою верность режиму, она огонь, она рулится, едет, дисковые тормозилки маленькие, на этот вес их хватает за глаза, а вот сам моторный щит, смотрите, стал оформляться, он зашит. Потому что, чтобы эта штука поплыла, нам нужно при ее весе в 500 килограмм водоизместить, соответственно, 500 литров. Водоизместить — это вытолкнуть из-под себя этот объем воды.
тогда она будет плыть. Причем нужно водоизместить. На самом деле нам эти 500 литров до того момента, как она просядет по ручке. Я же не хочу по глаза ехать притонувшим в воде. Таким образом, во-первых, моторный щит, он обшился для того, чтобы мотор, который стоит в нем, не работал в воде. Хотя частично в воде он работать может. Это все-таки двухтактник от гидроцикла, с ним все в порядке. И далее эта корыта, опять же, будет нам придавать дополнительную плавучесть. Но ее не хватит. Значит, в задней части нам нужно будет делать или какие-то 20-литровые пластиковые бочки, которые будут выталкивать воду из-под всего этого вниз, соответственно, делать так, чтобы плыла. Либо есть решение из стройки. Смотрите. Это экструдированный пенополиэстерол. Если вы спрашивали, что это, или пенопласт, если хотите в простом его понимании, режем все эти плиты и зафигачиваем их прямо сюда на днище. Получается, в одной пачке, вот такой рыжей, как там лежат, у нас 0,25 куба. Это половина от всего объема, который нам вообще нужен, чтобы эта штука поплыла. А остальную половину мы наберем через то, что вода не набирается в салон, в моторный щит и что-то еще туда напихаем. Таким образом, нужно взять одну эту пачку, понарезать ее сюда, как-то понаприлеплять, возможно, даже в 2 слоя. Тогда все это нафиг поплывет вообще куда нам надо. И мы в домике. Получилось в теории. Все очень нарядно и просто. Прямо сейчас взяли ключ-замок и поплыли. Но от теории надо перейти к практике. Ты смотри, как я мастерски это сделал, а? Вот так учись. Это ректоп. То есть у нас даже все сохраняется еще, можно ездить. Это значит, что теперь в процессе мореходства, дальнего плавания, как мы говорили, дальней ходьбы, вернее, да, мы же не плаваем, мы ходим. В процессе нашей дальней ходьбы по акватории мы будем еще и защищены от мерзкого климата города Санкт-Петербурга. А в случае внезапного похода на дно мы сможем без каких-либо проблем сделать раз и наверх, собственно, выбраться из машины. Двери нам более как двери не нужны, мы говорили это в прошлой серии, поэтому сейчас остается что? Их заварить и загерметизировать, сделав таким образом из мотоколяски уже подобие мотолодки. Что нам остается сейчас сделать? Протестировать вообще ее плавучесть. Какая осадка? Проникает ли где-то вода? Работает ли вообще импеллер? Поплывет ли она или пойдет куда-либо? Все, что для этого нужно, это, собственно, одеться подобающе, потому что я рассчитывал на то, что в такой одежде я смогу пребывать в воде, ну, скажем, минут 15-20 спокойно, даже в эту погоду, без последствий. Со мной ничего не случится. На всякий случай у меня даже есть с собой спас-жилет, потому что, как говорится, вроде как бы все это смешно, да, осторожные живут дольше. Поэтому у нас задача, по крайней мере, еще закончить пару проектов. Сейчас нам нужно просто завестись,
и поехать для начала по земле, потом скатиться туда, завести двигатель от гидроцикла и попробовать на водомете сделать хотя бы кружок. И главная задача – выбраться обратно. И не перевернуться и не утонуть. Брыкаясь, мы на месте. Далее мы имеем некие органы управления. Это традиционно, то, что было от инвалидки. Традиционно ее же ручка переключения передач и сцепления. Добавилось что? Добавилась от гидроцикла вот такая штука, которая отвечает за запуск двигателя, за его остановку. Надо сразу же пристегнуться вот так, чтобы двигатель заглох, когда я буду покидать борт. Появился еще один подсос, вернее не еще один, еще один подсос, который отвечает за уже двигатель гидроцикла. И появилась рукоятка. Право-лево, вернее вперед-назад это право-лево, это управление импеллером. И ручка газа, которая от гидроцикла. Вы сейчас приколитесь. Это гидроциклетный двигатель. А это... мотоциклетный двигатель. Капец. Это все-таки реальная инвалидка Джеймса Бонда, кто бы что ни говорил. Получается, во всем этом великолепии мы можем ездить как по суше, и мы можем ездить по суше. Есть, условия выполнены, да? Все, мы ездим по суше. Дальше мы типа должны въехать в воду. Пока мы въезжаем в воду, мы включили нейтраль. Дальше мы резко глушим этот двигатель и резко... Звучит как план. Чего в этом плане не хватает? Не хватает того, что нужно съехать на воду. Начнем. Мотоциклетный двигатель звучит тише. Я не хочу мерзнуть. Последние метры инвалидки. Вам всем так весело, конечно. Никто не хочет сюда. Но воды пока... вода есть, пацаны, все нормально. Есть вода. Погнали. Что-то идея. Да? Ебать. Что делать? Есть проблема! Я сел на мель! Заводи другой двигатель! А? На стартере выезжай просто! Не себе! Это реально работает! То есть мы сейчас на мотоциклетном двигателе двигаемся-то, ёпти. Вообще огонь!
Ну и что, теперь надо выехать, да? Давай выйду. Она сможет! Сейчас! Формально я выбрался на сушу! Да! Все! Это, в целом это забавно. Я не знаю, как смотрелось со стороны, но изнутри это такое. Она еще кренится так. И главное, так тупо я мель поймал посередине. Но она неплохо на водомете-то идет на самом деле. Короче, надо приподнять жопу. И почему подох мотоциклетный двигатель? Понятно, что он заглох. Залило глушаки, и ему не продавить. Это же мотоциклетный такой двигатель. Поэтому и не учли. Офигеть, она полностью исправна. Короче, топ. Сейчас вносим небольшие поправки. Чуть-чуть добавляем сзади, чтобы зад не так притапливался. И завтра большая вода. Пау! Итак, после ночи продуктивного труда у нас изменился выхлоп. Теперь он идет буквой У вот туда за крыло. Таким образом, ту воду, которую мы еще не до конца поняли, почему сбрасывает, он не будет сбрасывать на лабаш. Сейчас тут все протрем, поедем, вообще будет чистенько. Далее, что у нас изменилось сзади? Сзади, посмотрите, у нас появился бампер. Теперь наша инвалидочка американка. У нее есть единственное, что, наверное, в этой мотоколяске есть для безопасности. Это задний бампер, который сделан из слоев пеноплекса и склеен между собой, как вы понимаете, уже монтажной пеной. Также выхлоп выведен наверх, чтобы не было как вчера. И даже при выезде на берег я смог все-таки завести свой задний двигатель, получается, и выехать уже своим ходом из воды. Сегодняшний челлендж будет выполнен. Плюс ко всему, вот это водоизмещение даст нам то, что уже корма не будет так просаживаться, у нас она более-менее по осадке вообще будет в уровне, и все будет нарядно. Поэтому едем, и здесь на полянке разворачиваемся, и потом сразу в воду. Что-то, ну ладно. Короче, цепи начинают снова пробуксовывать, поэтому не будем искушать судьбу. И типа аккуратненько у нас все получилось, едем в воду. Едем сразу в воду, капец, нам пофиг. Все, что нам сейчас нужно, это въехать в воду и хорошенько навалить. Ну что так-то она едет. Да, немного пробуксовывает цепь, хотя она и поднатянута, но это на самом деле не особо важно. Все, погнали! Страшно ебаться. И дальше мы просто тупо должны въехать в воду. Все, она поплыла. В этот раз это было сильно проще. Наверное, это не очень хорошо, да? Офигеть, вода
начала тонуть, я успел. Все, я жопа уже мокрая. Но я успел, как я вовремя понял, что надо развернуться. Офигеть. Так, теперь надо завестись и выехать же, да? А, забуксовала. Так а смысл заводиться, если она бы забуксовала? Короче, все, она не может выехать, потому что мы сели. Что? Сели, да похоже. Ну да, сели. Ну и все, в общем, слушайте, если она забуксовала, это уже не наши проблемы. Значит, нужно выбирать другую резину, другую подвеску и ставить нормальные места для выезда, а не на песке, на сликах. Но получается, фактически у нас все получилось, потому что... Капец. Потому что мы выплыли, и выплыли мы туда немало на самом деле. Я там развернулся, то есть она рулилась при всем, при том, что мы даже поломали сегодня рулевое у импеллера, на скотче оно держится. И нормально она рулилась, она даже набирала какую-то скорость. То есть все, эта система жизнеспособна вполне. Дальше что нужно? Злые колесики, типа оффроуд, нормально, чтобы двигатель стартовал. Короче, долгие вот эти допилы до ума. А сейчас эпически вытаскиваем все это Вренглером наверх и финалимся, мы красавчики. А, ну и из выхлопа течет здесь, потому что швы не очень. Но мы поняли, что поэтому она опять и не может завестись. Потому что все равно в выхлоп натекла вода. Ну потому что швы, да, если вот с них течет. Поэтому ей опять не... Короче, то же самое. Мы сделали этот выхлоп, который не помог. Саня сварщик, потому что хоть куда. А, так потому что там просверлены 2 дырки в каждой банке. А зачем мы тогда это делали, если в задних банках по 2 дырки сверлом? I don't know, да? Сейчас заведется, значит, что? Как обычно. Что и требовалось. Короче, мы бы сами выехали, если бы не эти 2 дырочки. Все с ней в порядке. Ну-ка, и даже этот мотор сейчас заведется. Все идеально, надо только отточить, чтобы это все жило в воде. Ну что ж, господа, здесь надо немного зафиналиться и понять, какие у нас дальше варианты действий. Первое. Все-таки убираем вот этот колхоз сзади. Задний выхлоп на самом деле можно как-то приколоться, вывести сюда в крылья, чтобы, ну или сделать басузоку сзади звездочкой. Опять же, это все понятно. Спереди нам нужно сделать заслонку и все-таки еще чуть более герметичный моторный щит. Понять окончательно, откуда шла вода. В остальном, получается, у нас на сегодня все работает. Какую-то скорость на воде она развивает. Двигателя оба, или двигатели, заводятся, работают. Этот выхлоп, само собой, надо сделать просто вот сюда, в крыло. Вот здесь вот такой красивый вниз. И все, мне кажется, будет совершенно прекрасно жить. Беспроблемно. И надо понять, нужно ли это вообще. Потому что то, что эта система жизнеспособна, мы доказали. То, что мы сможем сделать так, чтобы оно в итоге поплыло и набирало скорость, которую вы сегодня видели, быстрее оно не поплывет, однозначно мы тоже сможем. Да, это будет стоить еще 3 месяцев труда, тем более, что уже скоро лед и поплывет она в итоге, если нормально, только где-то в конце апреля. Да, это не проблема, это все реализуемо вообще легко. Вопрос, насколько это надо и насколько это целесообразно. Вопрос это решается даже не по поводу вашего мнения в комментариях, а по поводу просмотров этого видео. Если проект заходящий и он берет 2 с лишним миллиона просмотров, логично, мы делаем следующую серию. Если нет, получается, господа, это была последняя серия инвалидки, в которой мы в любом случае доказали, что мы решаем проблему плавсредства
просто легко. Есть двигатель сзади от мотоцикла, что делает инвалидку порядка 11-10 секунд, едущий до 100. Есть двигатель от гидроцикла, который толкает, наверное, со скоростью 15 км в час на воде и позволяет ей даже при этом рулить. И все. Остальное это уже мелочи, на которые просто нужно время и опыт. Мы их решим в любом случае. Так что проект уже сейчас можно вполне признать состоявшимся. И все технические вопросы мы в любом случае обойдем. Нет здесь абсолютно ничего нерешаемого. Вот и все, господа. Спасибо, что смотрели эти видео. Остальное все решит ваше внимание и ваше же, честно говоря, отношение к этому же самому проекту. Если он зайдет, то, отвечая на ваше внимание и вашу любовь к этому проекту, мы, безусловно, сделаем его дальше. Если нет, инвалидка в любом случае доставила нам массу удовольствия, особенно сегодня. Спасибо вам огромное, что смотрели эти видео и этот проект. Удачи вам и пока!